Привет всем, друзья! Вы на канале Худышка готовит. Сегодня я хочу показать вам легкий рецепт пышного бисквита без разрыхлителей соды. Посмотрите видео до конца. Будем готовить вкусный и воздушный бисквит без разрыхлителя из доступных продуктов. Бисквит готовится легко и просто. По такому рецепту бисквит получается невероятно влажным и сочным. Наличие масла и молока в рецепте делает бисквит более влажным и очень нежным по сравнению с классическим, благодаря чему его можно есть по отдельности или использовать как основа для бисквитных тортов, пирожных и десертов. Для приготовления теста нам понадобится 3 штуки крупных яиц или 4 мелкие, 120 грамм сахара, 120 грамм муки, 35 мл молока, 35 мл растительного масла. И все. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Список ингредиентов вы можете посмотреть в описании под видео. Итак, начинаем готовить. Отделяем желтки от белков. Желтки слегка взбиваем до однородности с помощью венчика или вилки. По желанию вы можете добавить и ванильный сахар, если хотите получить выпечку с ванильным ароматом. Начинаем взбивать белки. Процесс взбивания осуществляется на среднем скоростном режиме. Время взбивания белка зависит от мощности миксера, и это может занять от 4 до 20 минут. Масса должна быть в итоге пышной. С моим миксером я взбиваю белки на самых низких скоростях, постепенно добавляя сахар в несколько приемов. Добавляю 1/3 часть сахара, это примерно 40 грамм от общего количества сахара. Добавлять разрыхлитель в тесто необходимости нет. Взбитые белки являются механическим разрыхлителем для нашего будущего бисквита. Масса должна получиться мягкой и не рыхлой, а если емкость с ней перевернуть, то взбитые белки не должны оттуда вываливаться. Добавляю 2/3 части сахара, продолжая взбивать. В результате взбивания белков с сахаром масса побелеет, станет пышной и легкой. Объем увеличится в 5-6 раз. Теперь я добавляю оставшуюся часть сахара и продолжаю взбивать. Взбиваем до пиков, пока они не начнут хорошо сохранять форму. Мне понадобилось не больше 5 минут, дальше уже нет смысла взбивать. Теперь вливаем желтки. Аккуратными движениями с помощью миксера продолжаем взбивать, соединяя белковую массу с желтковой. Если у вас мощный миксер, то это совершенно не обязательно. Можете не отделять белки от желтков. Взбиваем до однородности. У нас получается вот такая мягкая и пышная масса. Теперь просеиваем муку прямо в емкость. Я сразу добавляю всю муку, но вы можете добавлять по чуть-чуть. Муку надо подмешивать очень аккуратно с помощью силиконовой лопаты. В тесте делаем движение снизу вверх, как будто поднимаем с дна миски муку от краев в середину, стараясь не выпустить пузырьки воздуха.
Сразу же разогрейте духовку до 170 градусов. Берем отдельную емкость, вливаем туда молоко, к нему добавляем масло и немного теста. Все перемешиваем до однородности. Полученную смесь смешиваем с готовым тестом. Как видите, тесто стало жидковатым, и это нормально. Выкладываем готовое бисквитное тесто в форму. Форму для выпечки бисквита лучше взять разъемную, диаметром не больше 18 сантиметров. Так вам будет легче. По бокам форму смазывать маслом не нужно, чтобы бисквит не приставал к ним. Разровняем при помощи шпажки. Духовка должна быть разогрета заранее до 165-170 градусов, а нагрев должен быть одинаковый сверху и снизу. Форму с тестом ставим внутрь приблизительно на 50 минут. При выпекании бисквита нельзя открывать духовку первые 15-20 минут, иначе бисквит осядет, и заставить его подняться до нужной высоты не получится. Если бисквит начнет подгорать, тогда надо снизить температуру до 160 или накрыть форму фольгой. Готовность определяем по наличию румяной корочки, а также можно проверить, воткнув зубочистку в середину изделия. И если она сухая, то значит бисквит готов. Остужаем бисквит в включенной духовке минут 10-15 после готовности. Бисквит нужно переложить сразу на решетку, не вынимая из формы, до полного остывания. После того, как бисквит остыл, острым ножом проводим между стенками формы и самим изделием. Раскрываем форму, отделяем дно и снимаем бумагу. У меня получился бисквит высотой 7,5 см. Получаем идеально пышный, высокий, очень вкусный бисквит. Вот, друзья, наш бисквит готов. Теперь вы можете наслаждаться его вкусом. Приятного аппетита!